Друзья, всем привет! С побережья Коста-Браво, поселок Масноу, город Плая-де-Ару. И сегодня у нас будет самый необычный обзор. Я покажу вам объект, но сам дом вы не увидите. А почему, я вам расскажу по ходу нашего видео. Меня зовут Марина, вы на канале Damlex Realty, а теперь поехали! А что же такое продажа off-market? Все очень просто. Это объекты, которые не выставляются в публичную рекламу. Как и этот объект за моей спиной. Он не был опубликован ни на одном портале и ни на одном сайте. Продажей этого объекта занимались мы и еще одно агентство из Плая-де-Ару. И кто-то из вас задастся вопросом, зачем же я привела вас в проданный дом? Заснять это видео меня натолкнула одна история, которая приключилась со мной несколько месяцев назад. Моя коллега из другого агентства с очень известным именем при встрече со мной начинает рассказывать мне историю. Мы любим делиться нашими успехами и продажами. Она начинает рассказывать мне историю о том, как покупатели из Украины совсем недавно, с первого визита, у нее купили дом в поселке недалеко от моря в городе Колонж. И когда она мне рассказывает и выдает все детали, я понимаю, что она рассказывает про мою сделку. Это мои клиенты, это я продала этот дом с первого визита. Я была в шоке. И у меня, к сожалению, хорошее воспитание, и в такие моменты я не могу указать человеку на то, что он откровенно врет. И именно памятуя об этой истории, я решила вам показать и рассказать о том, что этот дом был off-market и был продан усилиями команды Damlex Realty. Потому что продажу такого объекта, который не выходил нигде в публичное пространство, приписать себе будет очень легко. И если я не расскажу об этом, то однажды об этом расскажет кто-то другой. И, к сожалению, не из нашего агентства. Поэтому мы периодически будем записывать такие ролики, дабы наши коллеги не приписывали успехи Damlex Realty себе. Эта продажа была настоящей off-market. У нас не было ни профессиональных фотографий, ни профессиональной видеосъемки, ни каких-либо публикаций, даже на нашем сайте. Такие сделки строятся совсем на другом, на репутации, доверии, личных контактах и умении подобрать именно того покупателя, который действительно готов принять решение. В результате сделка состоялась, и продавец, и покупатель остались довольны условиями. Именно так очень часто выглядит работа, которую никто из вас не видит. А теперь несколько слов об этом объекте, даже не о самом объекте, а почему покупатели выбрали именно его. Вы удивитесь, когда узнаете, с чего началась наша работа. Но такие метаморфозы происходят очень часто со многими нашими клиентами. Изначально запрос был на пешую доступность к морю, большой дом с большим участком, приватный, но обязательным условием была пешая доступность до моря. Таких домов на первой линии очень мало. И опять же, исходя из того, как наш менеджер прочувствовал клиентов, она понимала, что вот этот дом, и мы с ней обсуждали, сидя в офисе, о том, что вот этот дом был бы идеален, потому что здесь тихо, спокойно. Сегодня у нас внизу в 10 утра уже было плюс 31. Сюда мы поднялись, здесь плюс 29. Есть ветерок с моря. И мы понимали, что здесь даже в такие жаркие дни, как сейчас у нас, людям будет комфортно, хорошо, а главное тихо, спокойно, без суеты. В зимнее время, опять же, здесь не будет каких-то штормовых ветров. Концепт этого дома, так как он не у моря, не совсем укладывался в изначальные пожелания клиентов. И в этом и заключается работа менеджера, когда он может донести и предложить посмотреть что-то другое, что не совсем вписывается в ваше представление о недвижимости. И когда покупатели и нынешние владельцы дома приехали в этот объект, это был, по-моему, только второй объект, который не вписывался в удаленность от моря, но по другим параметрам он плюс-минус подходил. Они сразу же почувствовали себя здесь как дома. И мы приступили уже ко всему процессу торгов, которые у нас длились очень долго, анализу объекта, всевозможным инспекциям, потому что сюда приезжало целое архитектурное бюро и изучали этот объект с точки зрения его надежности, все ли здесь правильно и легально построено. То есть у нас была такая многомесячная на самом деле работа,
которая началась еще в конце прошлого года, а закончилась только этим летом. Но при этом все остались довольны. И продавцы, и покупатели. И я спрашивала покупателей, как им находиться здесь на горке, а не в пешей доступности до моря. И они сказали, что сейчас они это оценивают по достоинству, потому что когда не живешь в Испании, нам всем хочется ближе к морю. А когда уже начинаешь здесь жить, ты понимаешь, что у моря летом очень жарко. И почему я об этом так подробно рассказываю? Потому что, когда вы попадаете в руки профессионального менеджера, прислушивайтесь к его советам. Если человек здесь живет долгое время, хорошо знает не только рынок, но и климатические условия, это может помочь вам выбрать максимально комфортный для вас объект. Марина, а как понять, что агент профессиональный? А вот это самый сложный вопрос. На него нет однозначного ответа. Ну, во-первых, что вам может помочь? Всегда смотрите на то, как давно человек занимается недвижимостью. Когда открыт его сайт. Мы перелистываем в самый низ страницы, смотрим, когда была создана страница, легко узнать. Мало того, у вас есть сейчас ИИ, вы можете задать ему вопрос: скажи мне, в каком году было зарегистрировано агентство. И вы поймете, если это агентство, есть такие случаи среди русскоязычных агентств, когда они пишут, что мы работаем. Я сама находила такую девушку, она пишет, что она работает 10 лет, но она забывает о том, что у нее в Инстаграме указан год, и по факту это всего лишь 6, а где-то на странице у нее написано, что она работает 12. Ну вот уже ее можно поймать вот на всех этих несостыковках. Поэтому, конечно, найти профессионалов бывает сложно, но можно. Если вы ищете на Коста-Браво или в Барселоне, обращайтесь к нам. Если вы ищете в других регионах, у меня есть на Коста-дель-Соль мои партнеры давнишние, которые работают даже дольше, чем мы. У меня есть кого вам порекомендовать. На Коста-Бланке у меня тоже есть неплохой контакт, где тоже люди работают, я знаю, по испанской схеме, без каких-то лишних поборов и сборов, и тоже уже очень давно на рынке. Вот, в общем, вы пишите нам в комментариях, если кому-то интересно, и не только в нашем регионе вы ищете, но где-то в других регионах Средиземноморья, Испании, я поделюсь с вами моими контактами. Кто-то может задаться вопросом, почему же все-таки был выбран этот дом? Но я уже сказала, что люди искали большой дом, было определенное количество спален заявлено, и приватность. Помимо приватности большого участка, здесь есть очень большой плюс, и покупатели сделали очень грамотную инвестицию, потому что вот весь этот сосновый бор, который мы видим за нами, это все тоже территория дома, и это еще 2 отдельных участка. То есть у нас есть участок, на котором расположен дом, плюс 2 участка под строительство. А кто меня внимательно смотрит, он помнит, что сейчас самые лучшие инвестиции – это инвестиции в участки, потому что их становится все меньше и меньше. Они, как я люблю выражаться, есть пить не просят, налог на них минимальный, но при этом, с учетом того, что их становится все меньше и меньше, все больше застраивается, это очень хорошее вложение, потому что в будущем не надо тебе этот бор, ты хочешь заработать или какие-то финансовые трудности. Вот поставил себе здесь забор, остался вот с этим участком, он тоже очень большой и хороший, а те 2 продал. Либо построил сам и продал уже свой проект. То есть здесь очень большая вариативность, которая позволит при желании даже вернуть инвестицию в этот дом. Потому что, построив здесь 2 дома, ты уже отбиваешь стоимость вот этого всего дома и даже еще останешься в плюсе. Поэтому, когда вы боитесь купить что-то, что не укладывается в ваш формат представления, смотрите на те, какие бонусы вы можете получить, если вы покупаете в другой локации или в другом городе. Да, то есть, будь этот дом с одним участком, возможно, он выглядел бы не так привлекательно с инвестиционной точки зрения. Для жизни он шикарен. Это место, мы находимся на самой высокой точке горы Масноу. Здесь панорамнейший вид, рядом гольф-поле, и при этом тихо, спокойно, никаких туристов. Очень классно. И ощущаешь себя живущим в ботаническом саду. Объекты офф-маркет, как вы уже поняли, не находятся в открытом доступе. Как же вам заполучить к ним доступ? Для этого у нас на сайте есть раздел «Закрытые продажи». Вы можете зайти в этот раздел, оставить заявку,
и мы с вами свяжемся. И если вы действительно не просто любопытствующий, а человек, у кого есть потенциал на такую покупку, и вас действительно интересует покупка, вы можете купить, у вас будет доступ к таким объектам. Ну что, друзья, я буду закругляться. Этот ролик, пожалуй, будет одним из самых коротких, которые вы видели на нашем YouTube-канале. Я не хочу злоупотреблять гостеприимством наших клиентов, и пусть они наслаждаются прекрасной атмосферой, солнечным днем, видом на море. Ну, а мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Забыла сказать. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Ну а теперь пока-пока.